В средневековой Европе люди делали все, чтобы хранить верность своим женам и мужьям. С этой целью были изобретены специальные приспособления – пояса верности. В большинстве случаев их носили женщины. Особенность подобных поясов была в том, что человек испытывал очень сильную боль, если пытался совершить половой акт. Давайте же рассмотрим историю поясов верности подробнее. В средневековые века мужья не особо доверяли своим женам. Так как в эту эпоху постоянно велись войны, мужчины были вынуждены уходить в дальние походы. Многие из них, прежде чем покинуть дом, заключали своих жен в пояса верности. Данные приспособления впервые стали использовать в 15 столетии. Женщины носили их не столько для того, чтобы у них не было возможности изменять мужьям, сколько для того, чтобы их не изнасиловали. В средневековой Европе, особенно в городах, было множество пьяниц и мародеров. Встречались они и среди солдат. И большое число женщин подвергалось насилию прямо на улицах. Идею создания поясов верности предложила церковь, а общество восторженно встретило ее. Пояса запирались на ключ, который мужья хранили у себя. Так мужчина мог быть уверенным в том, что жена ему не изменит, и с ней ничего страшного не случится. Иногда женщинам все же получалось обмануть мужей, если любовники изготавливали дубликаты ключей. И все же, подобные случаи были большой редкостью. Пояса верности считались абсолютно нормальными приспособлениями, и о них не стеснялись говорить прилюдно. Известны случаи, когда короли дарили своим женам эти приспособления на глазах у своих подданных. Иногда пояса верности надевали не только на жен и дочерей, но и на преступниц. Закон в средние века запрещал казнить беременных особ, и некоторые из них специально пытались забеременеть, чтобы избежать смерти. О поясах верности люди не забывали и в новое время. Кроме того, они существовали даже в 20 веке. Но теперь они предназначались не только для прекрасной половины человечества. Некоторые мужчины тоже носили их. Многие из данных приспособлений не позволяли совершить акт измены, так как они были усеяны шипами и металлическими зубцами. Вообще, данная защита от изнасилований зарекомендовала себя достаточно хорошо. Многие люди, которые носили пояса верности, не были против них. Эти приспособления действительно обеспечивали хорошую защиту, ведь если насильник нападал на женщину, то шипы на поясах верности причиняли ему ужасную боль. Количество преступлений, совершенных на сексуальной почве, значительно сократилось. В настоящее время пояса верности уже никто не носит. Используют их только некоторые партнеры во время интимных игр, но никаких шипов и всего, что способно доставлять боль человеку, на современных приспособлениях нет. В целом, отношение к изменам у людей 21 века стало совершенно другим. Как это ни печально, но о своей чести сегодня редко задумываются как мужчины, так и женщины. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.